Всем привет, идем топить Samsung. Начинаем топить Samsung в 4К 30 FPS. Он у нас модули переключает, в 1080p 60 FPS нет. Так делать нельзя, здесь IP67, но вряд ли вам кто-то что-то поменяет, если у вас со смартфоном что-то произойдет. Хочу, кстати, отметить, что смотрите, я снимаю, а съемка идет. То есть под водой он пока съемку не сбрасывал. Если говорить про устройство в целом, то мысли положительные. Все, его начало чуть-чуть колбасить, что неудивительно, потому что экран не любит влагу. И вот так он сможет у вас работать под водой. Но лучше, повторяюсь, так не делать. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И пока это у меня получается. Сегодня же я расскажу вам о смартфоне Samsung Galaxy A55. Разумеется, A54 был давным-давно на канале. Разумеется, я сравню это устройство с Samsung S24. Сравню в первую очередь по видео возможностям. Почему? Потому что по фото возможностям я напоминаю, что свое отношение к этому делу. Если у вас прямые руки и смартфон стоит хотя бы $200, вы при любом раскладе сможете делать хорошие фотографии. И Google камера вам в помощь и все остальное. Если говорить про этот девайс, металлическая рамка, которая у меня не раздолбалась от падения выше, чем моя голова, наверное, 2 метра. Он взлетел, упал на асфальт, я об этом в ролике раз 10 скажу. Да, он коцнулся, притом довольно прилично, но у него не треснуло стекло, это Corning Gorilla Glass Victus Plus, не поцарапалось вообще никак. И в целом смартфон выжил. Первое. Второе. IP67 вы видели в начале, что я его топил. Умер он или нет, узнаете в моей личной телеге. Еще из интересного: 120 Гц экрана, 700 тысяч баллов в Antutu, 12 гектар оперативы в самой простой линейке от Samsung. Это прям круто. Если говорить о, в принципе, железке, что он может и в чем его плюсы? Разумеется, плюс это яркость. Он выдает 1600 люксов пиковой яркости у меня на солнце, притом он ее сразу не сбрасывает. Минус сразу сходу — это просто нереально огромные рамки. Никакого ИИ здесь нет. И съемка в 4К 30 FPS при смене модулей, притом можно еще и на фронталку переключать. Если говорить про фото, съемка тоже по мне очень даже шикарная, и даже в ночных условиях он уже неплохо справляется. Если говорить про, в принципе, его способности в широком смысле, то обязательно посмотрите прожарку. Там очень много людей оставляли комментарии по поводу этого устройства, как раз по поводу языков и всего остального. Здесь есть возможность завести eSIM, здесь Wi-Fi 6 серии, в конце концов, среди концов, разумеется, Bluetooth есть, инфракрасника нет и, к сожалению, также нет у нас направленного микрофона какого-нибудь. Разумеется, есть стерео. Не так сильно они переработали устройство, но рассказать есть о чем. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартно для этой ценовой категории от Samsung белой коробке из плотного картона, на которой есть изображение смартфона, краткие характеристики и название модели. Все минималистично и компактно. В комплекте мы имеем сам смартфон без наклеенной защитной пленки, за что отдельный минус: фирменный кабель для зарядки с Type-C на Type-C и документацию. Блока питания, чехла в комплекте нет. Прорезиненный слот на 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Я отмечу, что даже если у вас будет версия eSIM, максимальное количество используемых симок в данном смартфоне это только 2. В моей версии eSIM добавлять можно. Габариты устройства 161 на 75 на 8,5 мм и вес устройства 213 граммов, тяжелее, чем прошлая модель. И если бы не рамки, я бы сказал, что классно, зато смартфон большой, но такое ощущение, что они просто сделали его визуально еще больше и выглядит довольно сомнительным решением. Во всяком случае, можете пойти в любой магазин, попробовать потрогать. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, один смартфон в месяц я разыгрываю. За лайк, подписку и комментарий к любому видео и подписку на телеграм-канал скидок. В описании к каналу либо в комментарии указываете свою телегу, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки: голубой, лавандовый, желтый и темно-синий. Внешний из заметных изменений, если сравнивать с прошлыми моделями, это прямые грани. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка из алюминия. Собран смартфон хорошо, ко всему данная модель имеет стандарт водонепроницаемости IP67, и в этом плане Samsung молодцы. На корпусе расположена кнопка питания, качели громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео, но не полноценное, потому что разговорный динамик выступает в роли основного. Плюс довольно, разумеется, простое. Смартфон имеет поддержку Dolby
Dolby Atmos, а также на борту есть кастомный эквалайзер и 5 предустановок звучания. Вибромотор тактильно приятный, но не лучший в этой ценовой категории даже близко. Силу вибрации настроить можно за что плюс, но, повторяюсь, она не дешевая, она просто-напросто не топовая, и за эти деньги есть лучше. ИК-порта и мини-джека не завезли, что, в принципе, уже привычно. И по поводу рамки, я несколько раз за ролик вспомню, у меня смартфон взлетал и падал на асфальт, рамка погнулась, но стекло не треснуло, так что Victus Pro Plus это хорошо. Смартфон имеет дисплей Samsung AMOLED на 6,6 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Экран плоский, без закруглений и с защитой Corning Gorilla Glass Victus Plus. Рамки громаднейшие, подбородок еще больше. И они больше, чем у какого-то там трехлетнего Poco F3. Плюс смартфон сам по себе толще. И вообще, в принципе, смотрите прожарку Samsung A55 у меня на канале. Вы поймете, о чем я говорю. Визуально, конечно, смартфон из прошлого века, но Samsung фаны не поймут, что это не важно. Плотность пикселей 390 ppi, по яркости экран выдает на 100%. 600 с лишним люксов, притом на пике он выдает 1400, это прям космос. Иногда 1600. И яркость он сбрасывает не моментально при пиковой яркости. Опять же, в играх он сбрасывает яркость моментально. И всем, кто рассказывает вам про то, что можно играть в него в какой-то там Genshin, ну, друзья, он в PUBG New State через 20 минут сбрасывает яркость до 300 люксов. Да, в Diablo вы побегаете, в Рове тоже. Но кто понимает, что такое 300 люксов, комфортно, это как минимум 400. В целом, решение максимально неигровое. Автоматическая яркость отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Сенсорный отклик неплохой в играх и при повседневном использовании смартфона, но в играх он неплохой первые 15 минут. Потом все, разумеется, печально. Смарт греется. Always on Display в наличии, полноценный, но настроек на него мало. Шим просто нереальный, комментировать его не могу. На шим очень много людей реагируют, из-за него устают глаза быстрее. Можете написать свое отношение, особенно если вы продавец, что шим это норма, а если вы сталкивались с тем, как у вас глаза сохнут от подобных экранов, напишите в комментах тоже. Может быть, народ какой-то, да, внимание обратит. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает не всегда, а вот распознавание лиц отрабатывает хорошо. По поводу отпечатков пальцев можно завести только 3 отпечатка, притом можно один палец несколько раз завести. Теперь к самому плохому. Установлен здесь процессор Samsung Exynos 1480 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,75 ГГц и графический процессор обвесом здесь Samsung X-Clips 530. И все, кто говорят, я открыл Genshin или еще какую-то игру, знайте, что вот игру он только открыл. Играть они ни во что не играли, повторяюсь, для того, чтобы это понять, достаточно открыть мои польза-стримы. Проще говоря, в Wreckfest здесь тормозит так люто, как будто здесь не 700 тысяч баллов в Antutu, а как будто он выдает 1300. Я не знаю, что с этим смартфоном, но процессор, конечно, они молодцы. Запихали опять супер-мега никому не нужный дешманский родненький. Интерфейс One UI версии 6.1 на базе Android 14 версии. Оперативная память LPDDR5 либо на 8, либо на 12 гигабайт. У меня версия на 12, к слову. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами. Ко всему есть поддержка eSIM, но не во всех версиях данной модели. Связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора приемлемое, но вот виртуальный датчик работает не всегда корректно, но не так, как в Poco. Запись разговоров можно завести через утилу SAMS FW и Bluetooth версии 5.3. Аудиокодеков на борту немного, NFC поддерживается, GPS показывает у меня точность 2 метра. И напоминаю, что у нас в больших городах в России очень часто GPS глючит не из-за смартфонов. Я думаю, вы понимаете почему. И к чему это все? К тому, что смарт хороший, может, кстати, оказаться, что на английском языке, поэтому обращайте внимание на версии. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Поедает этот смартфон в среднем, это какой-нибудь Diablo, 18% в час, либо если это PUBG New State, то где-то 27% в час при игре. В принципе, значения абсолютно стандартные. Повторяю, что максимальная яркость у него даже 600 люксов нет, поэтому ничего удивительного, что он и не такой прожорливый. Где-то на YouTube он 4-5% в час по Wi-Fi пожирает. Все как у всех. Смарт поддерживает зарядку до 25 Вт, беспроводной реверсивной зарядки нет. В идеале он должен заряжаться за 1 час 10 минут с родным кабелем и родной зарядкой. У меня он заряжался 1 час 27 минут с родным кабелем и родной зарядкой. Перейдем же к тестам. Как он проходит тротлинг тест вы видите и на экране. Все, в принципе, довольно прилично, что он выбивает в Geekbench, 3D Mark. Особо хочу отметить, что у него прям супер стабильность. Тот же Antutu можно открыть 700 тысяч баллов. Если бы это отражалось на работе, было бы круто. Но по факту это просто красивые циферки.
в этом случае у нас почему-то синтетика не показывает всю глубину проблем данного смартфона. Опять же, может быть, надо было 550, как Samsung любит, программ для игр установить, и он бы там все оптимизировал. В целом, в Antutu и всем остальном результаты адекватные, стабильность процессора высокая, но задача его ограниченная фото-видео возможностями по мне, и все. Он точно не про игры. И подфризивает он в некоторых задачах. Основной блок камер с тыльной части состоит из LED-вспышки, основного сенсора на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией апертуры 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Притом сенсоры могут переключаться с ультраширика на основной в 4К 30 FPS и на фронталку, а вот в 1080p 60 FPS ультраширика на основной модуль он не может переключаться, так же как в А54, мы это уже тестировали на стриме. Также есть сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 123 градуса, макро на 5 мегапикселей с апертурой 2.4, фронтальный на 32 мегапикселя, сенсор в верхней части экрана по центру и максимальное разрешение для съемки видео у него тоже 4К 30 FPS. Короткие примеры и сравнение с S24 на снэпе вы сейчас увидите. Ну что же, камера протерта, 4К 30 FPS, оба смарта, S24 на снэпе и Samsung A54. Буду вести максимально медленно, подло и эффективно, но здесь сразу видно, учитывая, что, напомню, что Samsung S24 по мне просто порвал по видеосъемке ночной великолепный ужасный Xiaomi 14 Ultra за соточку с лишним, то по мне вот сейчас даже A54 проигрывает, конечно, но не люто. У вас может быть другой взгляд на все это дело. Еще немного плавного движения. Теперь оба смарта в 4К 30 FPS на фронталке. И в течение минуты, в принципе, более чем достаточно для того, чтобы понять, как с сенсорами и алгоритмами. Я не думаю, что что-то будут допиливать, потому что и то, и другое очень даже неплохо. И напоминаю, что ночью в 4К 60 FPS снимать смысла нет, потому что света мало сенсору. Вот сейчас Samsung S24 на снэпе в 60 FPS и Samsung A55 в 4К 30 FPS. Но, к слову, я что-то как-то профанился, потому что съемка очень даже неплохая. 4К 30 FPS и съемка с двух рук, ночь, рынок. И исключительно для того, чтобы вы понимали, как что снимаю. Насколько комфортно, решайте. Опять же, разумеется, 4К 60 FPS на S24 и 4К 30 FPS на A55. Рыба. О, кстати, по цветам правильнее передает А55. Ха-ха-ха. Не шутя. Как говорится, не шутя. И вот так 4К 60 FPS против 4К 30 FPS. Если съемка объекта. Это фиксировал. Перевод с объекта на пейзаж. Еще немного пейзажа. В целом норм. Мне очень нравится, как они сделали рамку. Очень. Очень интересно, необычно, без чехла носить А55 мне комфортно. Ну и выглядит он вообще не дешево. Вообще не дешево. Может быть, я не прав. Но и даже если ты, разумеется, не двигаешься, то не особо и видна разница между 60 FPS и 30 FPS. И еще весеннее 4К 60 FPS против 4К 30 FPS. А в чем веселье? Здесь какое-то соревнование чего-то там. Ага. Сарева по созданию коктейлей или кофе. Притом здесь кофе чаще всего очень-очень плохое. Но не всегда, не везде. В Starbucks норм. И немного вариант стрима такого, как обычно, знаете, себя снимают такие: Вася, короче, я такое здесь видел. Вот примерно так вы сможете себя снимать, когда будете рассказывать Васе. Первый раз здесь вижу фестиваль кофе. Хотя здесь и чай. Нет, наверное, в основном здесь чай. Так, а я сейчас постараюсь сделать вид, что я нормально снимаю.
за столько-то лет я могу уж просто остановиться и плавненько снять какую-нибудь локацию. Как говорится, все бывает в первый раз. Первый раз снимаем вас. Ну и начнем с сравнений фотографий. Samsung S24 против Samsung Galaxy A55. Если вы посмотрите вот так на фотографии, вы по большому счету даже ничего не увидите, никакой разницы. И для того, чтобы увидеть эту разницу, разумеется, вам либо надо скачать исходники, либо начать всматриваться. А если вы начнете всматриваться, то ну вот где здесь S24? Правильно, только вот по каким-то там вот этим вот огонькам, именно по ним можно предположить, что S24 слева, и это будет правильно. Но если в целом смотреть на фотографию, то никаких каких-то особых здесь вещей, ну да, пляж не такой мутный, у S24 он менее мутный, хотя опять же мы приближаем и плюс-минус одинаково. Неоновые огни плюс-минус одинаковые. То есть по фотографии сказать однозначно, что вот эта фотография на A55, который в 3 раза практически дешевле, чем S24, ладно, в 2,5, но вообще никак нельзя. Вот вообще никак нельзя. Притом заметьте, что здесь ISO 2500, здесь у нас ISO он выставил 1250, а ощущение от фотки, как будто кто-то очень хорошо отработал. Да, вот здесь явно лучше у S24, но не сказать, что прям на голову. И это я хочу отметить в ночных фотографиях, где флагман должен рвать подобное устройство просто по полной программе. Но я этого не вижу. Не вижу, чтобы он рвал, и не вижу, допустим, чтобы какие-то подобные участки у S24 были на голову выше. Ну вот здесь может быть темный участок, только чуть лучше. Но в целом ощущения от фотографии одинаковые. Еще один подлый эксперимент. Вот где здесь A55 и где здесь S24. Притом здесь это определить намного проще. Как? Правильно. Любые любители мобильной фотографии скажут вам: смотрите на волосы. Вот вы видите, что здесь волосы лучше проработаны, они не уходят в темноту, и все. Здесь плюс, если дальше увеличивать, разумеется, деталей больше у S24. И в целом, если себя фотографировать, любимого или нелюбимого, по большому счету, вот объективно, разницы вы большой не почувствуете. Мне даже, если честно, больше по цвету нравится фотография на A55. Вот такая вот магия электронов. Это A55 5G, еще раз повторяю, что это S24. Вот где-то так. Ну, а здесь проще простого. Почему? Потому что где вы сможете увидеть очумевшую разницу между флагманом и А-серией, это, разумеется, ультраширик. Не говоря уже, допустим, если во флагманах есть телевики. Здесь А55, это видно невооруженным взглядом, и с цветами, и с детализацией, и со всем. Насколько бесполезный ультраширик ночью в Samsung A55 вы можете судить по этой фотографии. Да, если бы я на штативе фотографировал, может быть, было бы лучше, но вот эта вся мутная тема, видите, неоновые огни никак не поплыли. Это дело не в стабилизации. А55 с ночным ультрашириком абсолютно бесконечно бесполезен. Ну и финализировать. Вы берете фотографии просто и смотрите, скачиваете исходники, устроит ли вас их качество. Вот, конечно, в каких-то условиях, когда, видите, Samsung A55 не ловит что-то, у тебя получается, скажем прямо, не очень хорошая фотография. Но была бы здесь хорошая на какое-то другое устройство? Нет. Съемка против солнца, в линзу попал свет, все поплыло, может быть, еще дернулась рука, но, скорее всего, нет. Вот здесь мы видим по ободку, что здесь было солнце. Если говорить про вот эту фотографию, здесь и объема хватает, и всего чего. Если говорить про фронталку, ну, что-то где-то там поплыло. Но с моим лицом ничего хорошего, в принципе, получиться не может прям. И это раз. Два, при таком освещении неправильном, ничего лучше ты не сделаешь. То есть, да, будет, может, деталей лучше, но никакие уши он у меня не съел. Не знаю, там волосы все равно не слились с окружающей действительностью. Здесь тоже не особо удачная фотография. Но, с другой стороны, вот эту зелень можно вырезать и как образец показывать, потому что фотка вот в этом смысле классная. К чему это все? К тому, что скачиваем исходники у меня у остальных. Смотрите под свои цели и задачи. Смарт по фоткам классный. Днем сравнивать ни с кем смысла нет, потому что если вы будете использовать его для дневных фотографий, все будет круто, если будете фотографировать правильно. Ну что, А-серия никуда не ушла. Почему? Потому что 4К 60 FPS у нас нет. 4К 30 для съемки ночью. Это ультраширик. Да, он может 4К 30 FPS переходить на ультраширик. Это очень круто. Единственное, разумеется, никакого автофокуса на ультраширике. Зато на основном модуле есть автофокус. И в 4К 30 FPS ночью все снимает очень даже неплохо. Это X2. Это X1. Зум я, разумеется, сейчас включу.
И вот так X10 зум. 4К 30 FPS, съемка с одной руки. И вот непонятно, кто как едет. Ультраширик, съемка с одной руки, 4К 30 FPS. Еду медленно, разумеется, через тормоз. И чуть-чуть буквально. Мой модуль, видите, как долго переключался. Поэтому и А-серия, даже не М. И если плавненько спускаться, то будет все примерно вот так. Разумеется, что подниматься вертикально в горку практически под градусов 70 днем не камильфо, но вы можете посмотреть в обзорах одним кадром, я это делал под солнышком. И в целом вот так вы сможете снимать, по мне, даже очень достойно. 4К 30 FPS, X2. Так, если что, я против всего этого. Вот так примерно вас будет украшать фронталка, потому что не хватает ей. Ну вот так, 4К 30 FPS в паре сможете. Ультраширик, основа X2. Вот так Full HD 30 FPS. Так Ультра HD 4К 60 FPS. 30 FPS точнее. Оговорочки. 4К 30 FPS, день. И вот так сможете снимать днем на это устройство. Хорошо или плохо, решать вам. 4К 30 FPS. Красный старый поршик. Еще поршик. И много солнца. Вот так сможете на него снимать. Переключение так себе, но в то же можно переключаться так, и мы помним, что на Xiaomi 14 Ultra переключение тоже не бесшовное вообще. Основной модуль в лифте. В лифте, повторяю, обзор одним кадром однозначно. Основа и X2. И вот там в обзоре одним кадром вы сможете увидеть, насколько хорошо может это дело обрабатывает, не знаю, 15-13 минутный файл в режиме без остановки, пропускательного кадра и все остальное. 4К 30 FPS. И я вам скажу, что несмотря на фриза фронталки, хотя надо будет смотреть потом в исходнике, Samsung A55, он быстрее, чем A54, это ощущается. Хотя, опять же, балл Antutu не говорят о том, что он прям супер быстрый. Неизвестно, что с ним дальше будет, но пока у меня нет особых претензий к его работе. Плюс еще и рамка металлическая. И в целом смарт мне нравится. Хотя из-за рамок у экрана выглядит это странно. Мало лифтов не бывает. Так вот, возвращаясь к рассказам, видел много обзоров, в которых люди таким образом о чем-то рассказывают и снимают. Это, скорее всего, лайв-блоги. Можно переходить, повторяю. И, как говорится, все зависит от освещения в лифте. Чем лучше освещение, тем лучше у вас будет картинка, но очень близко уже смартфоны снимают. Видите, и А-серии, и С-серии, вроде бы между ними пропасть. А по мне очень близко. Можете написать, вы видите прям космическую разницу или нет. Мне надо съемки. Ну, чуть-чуть. Немного отдельной съемки 4К 30 FPS. Вот так ночью на рынке сможете что-нибудь там подснимать. На основном на ультраширик. Камера чуть-чуть дышит, но в целом норм. Ультраширик, как много разной еды, правда? Так, все помнят эти диоды. Вот так с подобным освещением отрабатывает основной модуль. И вот так ультраширик. Розовый на... Сейчас почти, но не то. Но, видите, не белит. И опять же надо посмотреть, как он запишет. Ну что, 4К 30 FPS. И вот так сможете снимать мороженое или кофе. Ну все, я мороженое. Вот он блогинг. Не повалямши, не поем. Ну что, зажгите 4К 30 FPS. И это великий ужасный концерт. И теперь ультраширик. И основа. И еще немного.
это. Лайки поставите, будет еще подобное. Еще немного примеров видео. Вот так вот байки ремонтируют, когда подыхает батарея. Вот так отдыхают. Вот так романтично вы сможете снимать, как наливаете себе чашку кофе утром, днем или вечером. Вот такой вот рыбный рынок. Чуть-чуть совсем. Вам, в принципе, хватит. Купил 2 килограмма креветок по фэншую. Ультраширик 4К 30 FPS. Уже свет включили, хотя здесь более чем достаточно солнца. Я думаю, вы и сами видите. Основа. Детские площадки. Вот так сможете снимать по полной. 4К 30 FPS. И мне очень нравится здесь этот стабилизации кружок. Фудблогинг. Ну, еще немного А54, А55. Кстати, я только что вылетел из сумки и проехался по асфальту метров так 6. Я вам скажу, что экран сильно не поцарапан. Покажу в ролике насколько. Корпус не пострадал, но главное не разбился. И еще немного ультраширика. Добиваемся фудблогингом. Основа против солнца. И еще немного съемки. «4К 30 FPS» и еще фудблогинг. Ширик, соус, снова. Ага, чашка разбита аж в 2 местах. Видите, как кто-то грыз соус. И вот white еще раз. Еще раз ультраширик против солнца. Но если вы себя в какой-то кафухе решите снимать, и солнце будет бить вам в лицо, то это будет примерно так. Или вот так. Минусы: скромный комплект поставки, поддержка зарядки всего на 25 Вт, безумный шим, безумные рамки, старенький Type-C, нет ИК, нет мини-джека, плохо отрабатывает датчик приближения, во всяком случае у меня, и сканер отпечатков пальцев работает некорректно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Смотрите, я очень часто всех призываю, смотря обзоры, обращать внимание, от кого они. Потому что каналы, магазины, они очень часто акцентируют внимание всегда, что нет особой разницы между типами устройства, за разряда купите ли вы сейчас Samsung A54 либо этот, и они в каком-то смысле правы, только чуть-чуть по-другому. Вот как с Realme 11 Pro Plus, 12 Pro Plus особой разницы нет, это значит, не стоит переходить, но покупать старое устройство с заведомо нулевой стоимостью послезавтра, что это значит нулевой стоимостью? Вы купите A54, в следующем году вы его не продадите. Вы его продадите за какие-то копейки, точно не за 26 тысяч. Посмотрите Авито сейчас. Напоминаю, что при 700 тысяч баллах в Antutu в играх он нулевой. То же самое. Вы можете там посмотреть обзоры, если вам говорят, вот там, я Genshin даже с ним произносить не хочу. Он в Wreckfest не тянет даже на минималках. Абсолютно не те 700 тысяч баллов, к которым я привык, и даже на каком-нибудь там 3-м эшелоне все будет идти лучше, без тормозов, без фризов, без проседаний. За 35 тысяч рублей вы можете приобрести Xiaomi 13T, которая, как правильно говорят, у меня уже в телеге взаимопомощи стала мемом. Но 35 тысяч рублей, вот это абсолютно два, вот небо и земля по всему, начиная фото, видео, способности процессора, вообще все. Что есть такого в Samsung, кроме нейминга? Ну, то, что они стали Samsung Pay блокировать. Да, у кого-то MirPay работает еще, оплата смартфоном, а у кого-то уже начали удаляться карточки. И будут ли, понятно, что сейчас есть решение этой проблемы, но завтра Samsung еще чуть-чуть подхимичит и все. Если вы мне скажете по поводу игрушек, Саня, там если есть, там ты 3 программы установил, 4 раза их настроил, а еще под такую прошивку вот так, я скажу вам, красный флаг вам сами знаете куда. Samsung грешит, разумеется, тем, что у него нужно 554 программы установить на него от самого же Samsung, притом разные, для разных задач. Фото, видео или там игры или еще что-то. В общем, в целом, вот эта вот штука своих денег стоит по какой причине? По той причине, что она очень близко снимает по видео с Samsung S24, очень близко снимает по фото с ним. Целесообразность приобретения данного устройства, повторяюсь, я не советую вам БУ, хотя я сам их продаю, разумеется, после обзоров. Я не советую вам прошлые модели прошлого года, потому что
Еще раз повторяюсь, вы не выигрываете эти там 5-7, ну в этом случае 7 тысяч рублей относительно А54. Вы проигрываете больше, потому что в следующем году этот потеряет утрированно там 10% стоимости, 20%, а тот смартфон потеряет 50% стоимости. Вот и все. И вы еще очумеете продавать, потому что модели уже 2 с лишним года. И не пишите мне про 6-7 лет поддержки Samsung. Почему не писать? Потому что через 3 года вот подобные устройства начинают лютейшим образом лагать. И он и сейчас-то не супер быстрый. Очень классная видеосъемка. На этом, в принципе, все. Но видеосъемка только с штативом. Почему? Потому что 4К 30 FPS. Процессор — это последний гвоздь. И вот здесь 2 гвоздя вот в крышку этого устройства. Это первое — процессор. И второе, разумеется, это рамки. Я не знаю, зачем делать такую дичь. Многие скажут, что вот зато он теперь более ударопрочный. Я не соглашусь. Этот смарт, как мне правильно говорят, при любом раскладе будет в топе по фотовозможностям у меня где-нибудь там в каких-нибудь смартах. Когда-то он станет до $300. Девайсу от меня однозначно бесконечное да. Повторяюсь, что старайтесь читать форумы, приходить в телеги мои, чужие, скачивать исходники. Относитесь ко всему критично и, разумеется, если вы сидите на А54, смысла вам переходить на это устройство нет. Вся премиальность, про которую вам втирают, вот ты сзади берешь его, он премиален, смотришь вот так, дешман. Подписывайтесь на мою личную телегу, будем обсуждать вот эти все дела. И, разумеется, приходите на прожарки. Надеюсь, что вот тему с прожарками вы поддержите, потому что одно дело ла-ла-ла и болтать, а другое дело вот 2 с лишним часа я обычно показываю, что устройство может. И потом люди не покупают. И хорошо. Я же говорил в начале, с целью сэкономить вам средства. Добра и удачи вам, дорогие друзья!